Так, будем менять замок. Поэтому дверцу мы разблокируем, как я и говорил раньше. Рычажок потянули, дверь разблокировалась, открыли, вода у вас должна была быть слита. Для начала выключаем машинку из розетки. И снимаем крышку верхнюю. Для этого два болта откручиваем. Снимаем крышку. Назад немножко сдвигается вверх. Дальше нужно снять вот эту панель верхнюю. В нашей машине сверху два болтика. Здесь третий, верхний. Снимается подача моющего средства. И здесь внутри еще два шурупа. Немножко нужно назад освободить вот это соединение, и туда и снимается. Здесь у нас разъем. Дальше внизу 3 шурупа. И 2 сверху. Так, теперь панель вся эта вверх немножко приподнимается и освобождается защелок. После этого она начинает держаться только на внутренний уплотнитель. Вот, и теперь аккуратненько с правой стороны мы получаем доступ к замку. Вот его видно. Сейчас мы предварительно его открутим. Немножко отклоняем, лучше в перчатках, потому что кромки острые, можно порезать руки. И его вытаскиваем. Смотрите, чтобы не повредить изоляцию проводов. Вот мы сейчас видим пластиковый рычаг. Вот за него, когда мы тянем, он этим рычажком попеременно то открывает, то закрывает дверь. Вот. Снимаем старый замок. Новый замок. Внешне он по размерам полностью совпадает. Разъемы такие же. Но немножко конструктивно отличается. Переставляем тягу.
И собираем все в обратной последовательности. Разъем. Здесь в дверце нужно поставить низ тяги рычага. Старое место. Так, вывешиваем переднюю панель назад. Ну и дальше в обратном порядке. Соединяем на место разъем. Здесь важно назад вставить кромку вот этого панели внутрь. И только тогда этот третий болт закручивать на место. И на место крышку. Так, нужно проверить.